Всем привет! Иногда бывает такое, что хочется чего-то вкусненького к чаю, но набор ингредиентов ограничен, а в магазин идти совсем неохота. У меня на этот случай есть несколько отличных проверенных рецептов из самых простых и недорогих продуктов, которые найдутся почти у каждого, и идти никуда не придется. Начну с печенья. Я очень часто пеку это печенье, и сейчас покажу его шоколадный вариант. К 2 яйцам добавляю 80 граммов растительного масла, 80 граммов сахара, щепотку соли и перемешиваю. У меня нет цели взбить, нужно просто соединить ингредиенты. Теперь мука 180 граммов и 40 граммов какао. Щепотку соды сюда и просеиваю все вместе в тесто. Если хочется не шоколадный вариант, просто заменяю какао на обычную муку. Муки может понадобиться чуть меньше или чуть больше. Нужно ориентироваться на густоту теста. Вот такое оно должно быть. Не льется, а спадает, при этом мягко держит форму. Для удобства и красивой формы печенья перекладываю в кондитерский мешок. Но если его нет, можно выкладывать ложкой. Я выпекаю на тефлоновом коврике, но обычный пергамент тоже подойдет. Мне нравится это печенье еще и тем, что готовится быстро. Пока прогревается духовка, тесто уже готово. Это буквально 5 минут. И теперь в духовку, разогретую до 180 градусов. Для печенья такого размера будет достаточно 12-15 минут. Большой плюс в том, что оно не черствеет даже на следующий день. Мягкое, рассыпчатое и очень бюджетное. Можно работать с разными вкусами, добавлять ваниль, лимонную цедру, кокосовую стружку, молотые орехи и так далее. В общем, рецепт удобный со всех сторон. Пользуйтесь, берите на вооружение. А теперь рецепт самого недорогого торта из всех, что мне известно. Себестоимость его на день выхода ролика 70 рублей. Но он, конечно, не такой быстрый, как печенье. Начну я с бисквита. Его готовить нужно заранее. 3 яйца разбиваю в чашу, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать миксером. Спустя полминуты всыпаю 90 граммов сахара и взбиваю минут 5 до вот такого пышного состояния. Теперь за 2 раза просеиваю 90 граммов муки и аккуратно перемешиваю лопаткой. Нужно максимально сохранить пышность, но при этом вмешать всю муку и следить за тем, чтобы не было непромеса. Выпекать буду в разъемной форме диаметром 20 см. Дно ее я застелила пергаментом. Выпекаю при 180 градусах 20 минут. Оставляю остывать в форме. После остывания прохожусь по стенкам и достаю из формы. Теперь желательно обернуть в пищевую пленку, или в пакет, и убрать в холодильник часов на 6, а я обычно на ночь убираю. Теперь крем. Самый доступный и в то же время вкусный и довольно популярный крем белковый заварной. Я люблю, когда крема много, поэтому готовить буду на белках 3 яиц. Яйца должны быть хорошо промыты и тщательно просушены от воды. Осторожно разделяю белки и желтки. Руки и посуда должны быть идеально сухими и чистыми. Ни одной капли желтка не должно оказаться в чаше с белками. Мне здесь понадобятся только белки. Их нужно взвесить. У меня они весят ровно 100 граммов. Сразу отправляю их в глубокую чашу, а пока займусь сиропом. Сахар нужно брать из расчета в 2 раза больше, чем белков, то есть 200 граммов. Но я беру с 10% запасом. Потом объясню для чего. Воды в сахар добавляю в 4 раза меньше, то есть в моем случае 55 граммов. Ставлю на плиту и нагреваю на среднем огне. Ничем не перемешиваю. Сахар растворится без проблем. Здесь неплохо бы вооружиться термометром, но можно и без него обойтись. Спустя минуту после начала кипения добавляю половину чайной ложки лимонной кислоты и убавляю огонь. А тем временем начинаю взбивать белки со щепоткой соли.
Взбить их нужно до состояния устойчивой пены. К этому времени сироп сварился. Готовность его можно проверить пробой на средний шарик. Каплю сиропа нужно капнуть в холодную воду. Правильный сироп не будет растекаться в воде, его легко собрать в комок, а в руках он будет довольно пластичный и мягкий. Выключаю и не прекращаю взбивать, вливаю сироп тонкой струйкой к белкам. Ни в коем случае не нужно соскребать сироп со стенок ковша, иначе в готовом креме будут присутствовать кусочки закристаллизовавшегося сиропа. Я специально готовлю его с небольшим запасом на то, что часть останется на стенках ковша. Продолжаю взбивать до тех пор, пока крем не начнет отставать от стенок чаши. В итоге он получается очень воздушный, но в то же время очень устойчивый. У меня на взбивание крема после вливания сиропа ушло примерно 5-6 минут. Корж я достала из холодильника и разрезала на две части. Он обязательно нуждается в пропитке. Можно пропитывать самым обычным сахарным сиропом, ну а я пропитаю сиропом из варенья. Хоть у меня не особо густой сироп, но тем не менее я его разбавляю на четверть водой. Всего 200 граммов уйдет. Если нет варенья, пропорции для сахарного сиропа я оставлю в описании. Наносить пропитку можно ложкой, но мне удобно использовать распылитель. Я держу его на кухне для подобных целей. Теперь крем. Мне удобнее с помощью кондитерского мешка наносить. Примерно 1/3 использую в прослойку. Второй корж тоже пропитываю. И наношу крем сверху и с боков. Осталось украсить. Если хочется, можно добавить красители, но я стараюсь использовать их по минимуму. Тортику нужно постоять хотя бы пару часов в холодильнике, пропитаться. Получается очень недорого и вкусно. По вкусу можно добавить ягоды в прослойку, свежие, консервированные или замороженные, посыпать шоколадной стружкой и так далее. Но и в таком простом виде он вполне достоин семейного чаепития и даже праздника. Если вы никогда не пробовали сахарный пирог, обязательно испеките его при случае. Это очень вкусно. Готовится он на дрожжевом тесте. Для этого к 2 чайным ложкам без горки сухих дрожжей добавляю 50 граммов сахара, 100 мл приятно теплого молока, перемешиваю и, накрыв полотенцем, убираю в теплое место на 30 минут. Через полчаса видно, что дрожжи начали работать. Добавляю чайную ложку с горкой ванильного сахара, четверть чайной ложки соли, 2 яйца, 50 граммов растительного масла и перемешиваю. Затем просеиваю муку 250 граммов. Тесто должно быть вот такой густоты, форму не держит, тянется за ложкой. Накрываю полотенцем и снова в теплое место на час. За это время тесто хорошо подошло. Форму для выпечки смазываю маслом. Моя форма диаметром 22 см. Перекладываю в нее тесто, накрываю и пока отставляю в сторону минут на 20-30, а тем временем подготовлю кое-что еще. К 50 граммам сливочного масла из холодильника добавляю 120 граммов сахара и разминаю. Сначала удобнее вилкой, затем руками. Выкладываю эту сахарно-масляную крошку на подошедшее тесто. Выпекаю при 180 градусах 30-35 минут. Спустя это время достаю пирог из духовки, но кипятить чайник пока рано. Заливаю его теплым молоком. Понадобится 200 мл. И снова возвращаю в духовку на 10 минут. Вот теперь готово.
Казалось бы, простое дрожжевое тесто, но благодаря паре манипуляций становится невероятно вкусной и нежной выпечкой. Обязательно попробуйте приготовить такой чудесный пирог. Ну и в заключении выпуска покажу рецепт очень бюджетных кексов из продуктов, которые всегда есть у каждого, я думаю. К 3 яйцам добавляю 120 граммов сахара, соль и взбиваю до пышности. Вливаю 120 граммов растительного масла, столовую ложку лимонного сока и перемешиваю. Лимонный сок можно заменить половиной чайной ложки 9% уксуса. Просеиваю 210 граммов муки, добавляю к ней 1/3 чайной ложки соды и смешиваю миксером. Вот такой густоты должно быть тесто. Удобнее формочки наполнять с помощью кондитерского мешка, но можно и ложкой воспользоваться. Если форма не силиконовая, лучше дополнительно использовать бумажные или пергаментные формы для кексов. Заполняю формы примерно на 1/4. Начинка может быть любая: шоколадная, творожная, фруктовая. У меня сегодня варенье из крыжовника, которое я предварительно откинула на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Варенье сверху желательно присыпать крахмалом. Сверху тесто. Как видите, кондитерский мешок в этом деле и правда удобен. Выпекаю при 180 градусах 20-25 минут. Кексы очень хорошо поднялись, выглядят аппетитно. Сейчас покажу, какие они в разрезе. Мягкие, пышные и вкусные. А главное, что из самых простейших продуктов, которые доступны всегда. Эти рецепты удобны, когда не хочется идти в магазин или тратиться на покупку дорогих продуктов. Думаю, это не лишнее иметь в запасе такие рецептики. Надеюсь, что они будут полезны для вас. Пробуйте, пеките, радуйте своих близких. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. У меня еще много рецептов, которые вас удивят.